Всем привет! Что вам нужно сделать, чтобы исполнить желаемое? Загадайте свое желание, а мы посмотрим, что нужно для этого сделать. Давайте сегодня посмотрим сначала, что у вас на сегодня происходит. О чем вы думаете, мечтаете, сосредоточьтесь на своем желании, и мы его узнаем. И узнаем, как его исполнить. Итак, первое возможное желание – это что-то начать новое. А у кого-то есть желание по поводу рождения детей. Такая ситуация идет в вашу жизнь, так что карта сразу к вам вышла. Далее у нас есть карта Самайна. Есть желание с чем-то закончить, ну и вообще желание стать эзотериком, может быть, что-то изучить, какие-то тайны познать. Очень хорошее желание. И далее у нас еще есть карта вот такого пальца, который указывает, что в вашу жизнь идет какое-то важное событие. Здесь буквально карта вот так вот пальцем показывает: смотри, вот это событие должно прийти в твою жизнь. Давайте посмотрим, какое событие придет в вашу жизнь. Итак, тайны, которые вы хотите познать, что-то узнать, может быть, о предках узнать, либо просто сдать экзамен. У каждого свое желание что-то узнать. Паж кубков. Ну что ж, хорошая такая карта, так что все зависит в первую очередь от вас, от вашей личности. Вы человек у нас здесь обаятельный и привлекательный. Единственное, что немножко, может быть, поверхностно относитесь к тому желанию. Думаете, вот хорошо бы узнать, но все это неправда, я в это не верю. А потом домой приходите и по вечерам, может быть, даже думаете об этом. Я все равно хочу это узнать. Королева еще кубков. У вас такое желание, может быть, еще кого-то полюбить, с кем-то поговорить. Но хочется, чтобы сам человек проявил эту инициативу. Вам не хочется этого делать самому, либо самой. Потому что вы много занимаетесь и собой, и своей, может быть, внешностью, и считаете, что этого достаточно. Конечно, себя показываете с лучшей стороны. Это очень хорошо. У вас есть много чувств, у вас есть большое желание, есть потенциал, но пока все на уровне чувств проходит. Вот такое первое желание. Давайте будем смотреть дальше. Второе желание ваше собственное. Что-то новое войдет в вашу жизнь. Смотрите, какая карта императрицы. Если кто-то желает, действительно, ну вот, связанное желание с деторождением, то такая возможность появится. Вот карта сама здесь и вышла. На рождение детей, буквально это рождение чего-либо, ну, допустим, в данном случае детей, и карта императрицы, карта матери и король пентаклей. И вот такая пара замечательная. Если вы хотите получить много денег, либо помириться даже со своими близкими, родственниками, то все это получится. Создать союз тоже получится. Единственное, что инициатива здесь исходит от женщины, но и ваш, может быть, партнер тоже не подкачает. С деньгами будет все хорошо. Если вы переживаете о новом деле, даже, может быть, о новом бизнесе, что-то хотите монетизировать, вы только в начале своего пути, вам кажется, что, может быть, не хватит денег, либо придется больше вложить денег, чем думали, но денег вам хватит. Здесь вам могут помочь какие-то влиятельные люди, либо ваши родители. И далее, что же нам расскажет указывающий перст? К вам идет какое-то известие, туз мечей. Известие, которое должно поставить, можно сказать, точку, либо наоборот начать действовать. Смотря что вы желаете получить. И далее есть у нас еще паж мечей. Новость, да, спешит. Еще карты могут говорить о том, что вот буквально вы не одиноки в своем стремлении. Вы получите очень скоро новость эту. Такой указ, приказ, может быть. Ждете вы его или нет? Хорошо, если ждете, то он придет, а если не ждете, он все равно придет. Ну, какую-то новость узнаете. Еще узнаете о человеке. Такое вот любопытство вас может раздирать, потому что вот карта узнавания тайн здесь тоже вышла. Так что новость, которую вы хотите узнать, вы ее узнаете. Ваши намерения чистые и понятные. Быть любимым, быть богатым, быть успешным и какие-то тайны узнать. Это очень хорошо. Далее вам нужно что-то разделить, потому что карта разделения здесь вышла. И вам хочется, может быть, уехать от родителей, допустим, заиметь свое жилье. Либо эта карта еще может говорить о путешествиях. Хочется вырваться из того замкнутого круга.
Хочется быть отдельно от чего-то, либо от кого-то. А еще хочется изменить свой, может быть, гардероб. То есть выкинуть старое и получить новое. Какая шикарная карта здесь вышла. Карта Павлиний хвост. Но эта карта означает многоперспективность. Вам не хочется черно-белого, вам хочется красок. Хочется где-то блистать, себя проявлять, открыть все свои таланты. И в одно место хочется, и в другое. И, допустим, изучить одни курсы и другие курсы по вышиванию крестиком, и тут же курсы, допустим, по вождению автомобиля. Человек такой, вы многогранный у нас здесь выходите. И есть у нас еще карта Марса, что все вам удастся сделать. Это карта мощной энергии, карта вашего бесстрашия и отваги. Вы чувствуете, что придется приложить усилия. Ну, допустим, в одном предприятии достаточно быть просто разбирающимся человеком, а в другом предприятии, как эзотерика, допустим, придется много учить. И все приходит на практике. Нужна практика, и вот по Марсу вы как раз ее и получаете. Но карты настолько перспективные, что можно даже сказать, что вам осталось совсем чуть-чуть. Ну вот что-то только подучить, быть более любопытным. Самое-самое, правда, важное изучить. То, что приносит доход. У вас есть какая-то подушка безопасности, у вас, может быть, есть родители, либо какие-то денежки, сбережения. Что-то у вас есть, в чем вы не нуждаетесь. Ну, может быть, недвижимость, может быть, просто опыт. Что-то вы знаете уже, это уже можно монетизировать. Ну, а ваши новшества, которые вы только-только познаете, здесь придется приложить усилия. Как же получить то, о чем вы желаете, то, о чем задумали, что для вас самое будет важное на вашем пути? Карта «Объект любви», решительное принятие. Дело в том, что есть кто вас любит, либо у вас такое желание кого-то полюбить, может быть, привлечь в свою жизнь любовь. Вот все, что связано с вашим сердцем, оно не дает буквально вам спать по ночам, и о чем-то вы мечтаете, конечно же, но и ситуация может идти вообще, какое-то любимое дело, допустим, что на вашем сердечке. Что же нужно сделать, чтобы исполнить свою мечту? Карта мага. Нужно быть магом, нужно быть повелителем своей судьбы, нужно в чем-то разбираться, специалистом, другими словами, нужно быть королева жезлов. Да, специалистом, может быть, не бояться вот где-то себя проявить и даже возможно, с кем-то вот сотрудничать. Некая королева, дама вам должна помочь. Немножко денежек не хватает, конечно. Есть еще обстоятельства, связанные с финансами. Их еще нужно заработать в достаточном объеме. Но так как вы у нас маг-повелитель, так что вы все это сделаете. Вы умеете делать то, может быть, что не умеют другие. Во всяком случае, умеете организовать рабочий процесс, умеете распоряжаться своими собственными финансами. Вот когда вы зарабатываете, вы их куда-то, может быть, вкладываете. Но и, конечно, копите, поэтому на лишнее не тратите. Вот по пятерке пентаклей здесь нет излишеств, здесь идет такая большая работа над собой, над своим делом и над своим домом, над своей семьей. Ну и в вашем саду, конечно, цветут вот такие ситуации. Карта банана – это карта двойственности, означает некую двойственность. Два варианта событий, тем более карта мага и королева жезлов тоже об этом намекает. Возможно, вы разрываетесь между работой, допустим, и семьей. И думаете даже уволиться, либо работать на дому. Есть у кого-то, допустим, даже любовный треугольник. Поэтому эта карта вам говорит, нужно отойти в сторону, либо просто взять тайм-аут и определиться. Нет еще определенности. Вот пятерка пентаклей тоже подтверждает, что такая малая ресурсность. В принципе, я хочу, я готов вкладываться в это мероприятие, в этого человека, в семью, на работу, но я точно не знаю, стоит ли это делать. Вот такая ситуация у вас, возможно, на сегодня происходит. И далее карта эмоций. Вот такие огурцы к вам здесь вышли. Так что в своем саду вы как выращиваете свои эмоции и свою неопределенность, так вы и должны определиться. Вот эта уже карта будет вам говорить, что вы в скором времени определитесь с выбором. Ваш эмоциональный настрой, скажем так, вам поможет.
В какой-то определенный момент вы скажете себе: я хочу так делать, и все, я точно знаю, что это хочу. То есть ваше «хочу», ваша эмоция и ваше подсознание. Оно здесь вам прекрасно поможет сделать, допустим, выбор. В каких обстоятельствах вы окажетесь, допустим, что еще нужно сделать? Вот карта хаоса, действительно, вот есть некий хаос. Я не знаю точно, нужно мне это или нет. Либо у вас, допустим, есть определенная специальность, но вы понимаете, что она плохо монетизируется, либо та работа, которая у вас есть, она не приносит тот доход, который вам нужен. И вот, несмотря ни на что, придется меняться, подстраиваться под ритм жизни, что людям интересно. То есть продавать, что пользуется популярностью, что можно продать. Потому что даже если вам что-то нравится, то это сложно продать и не на что просто жить. Далее карта коммуникации. Вот вам нужно будет с кем-то пообщаться. А вообще эта карта говорит, что вам нужно взять тайм-аут и определиться. Да, договориться с кем-то, может быть, что-то подучить, может быть, с кем-то познакомиться, либо отдохнуть, съездить в отпуск, взять отпуск. Карта вот объект любви только говорит, что вы сильно заинтересованы, ваше сердце пылает, оно здесь в огне. И вы просто не можете совладать со своими эмоциями. Ум думает одно, а сердце другое. Логика вам подсказывает одно, а интуиция другое. Небольшой такой раздрайв. Что же лучше, что же выбрать? Но выбор скоро придет, вот решение скоро придет, и оно придет извне. Карта вот это хорошо нам говорит о том, что вы найдете выход из положения. Это буквально выход из положения. Тем более вы выращиваете в своем саду именно выход. Вот эта карта тоже эмоции. Вам помогут ваши эмоции. Ваше желание, ваша чувствительность. То есть ваше сердце вам должно подсказать. Сколько же осталось ждать того, о чем вы мечтаете? Когда же это сбудется? Кто вам поможет? Либо вы сами справитесь. Карта Шута. Ну что ж, осталось ждать, ну, может быть, немного, потому что вас впереди ждет отдых, в котором вы, возможно, сможете найти свои ответы. Отдых, встреча с каким-то новым человеком и какое-то обнуление, можно сказать, которое вам поможет освободиться от навязчивых мыслей. И дальше у нас есть 8 пентаклей. Может быть, это будет новая работа, но вам придется уйти в работу с головой, чтобы ни о чем не думать. И пока ваш мозг отдыхает, у вас появится новое решение. И да, вот оно, новое решение. Еще у нас здесь паж мечей вышел к вам. Пока вы работаете, пока вы заняты, может быть, своим трудом, ваш действительно мозг отдыхает. Вы что-то планируете. Пока планируете, к вам приходят идеи. Вот такая вот трактовка у нас здесь выходит карт. Какие же идеи в вашу жизнь придет? И, возможно, в этом вам кто-либо поможет. И вот карта вышла, мост между мирами. Вы налаживаете мост. Вот здесь кто-то стремится к вам. Вы находите кого-то еще. То есть буквально строите мостик, с кем-то договариваетесь, налаживаете связи. И это, возможно, будет на вашей работе. А либо во время работы придет такая мысль. Может быть, познакомитесь с кем-то на работе. Все, что связано с вашей нынешней работой, вам может послужить каким-то вдохновением на будущее, когда буквально ваш мозг отдохнет. Вот вы действительно как будто связаны условиями, может быть, опять же, той же работы. И здесь, как вариант, вас могут не отпускать, допустим, в отпуск. Есть желание отдохнуть, но отпуск-то должен быть. Вы договоритесь с теми людьми, от которых зависит ваш отдых. Вот оно, предложение здесь идет. Вам просто еще нужно выполнить, допустим, какие-то свои особенные задачи. Вас могут не отпускать из-за того, что, допустим, не на кого поменять, нет другого человека. Так вот, вы найдете другого человека. То есть вы сделаете все, чтобы получить задуманное. Но все, конечно, зависит от вас. Далее тройка кубков. Ожидается вот этот вот отпуск, ожидается какое-то мероприятие довольно захватывающее, интересное. И, возможно, даже вы можете пригласить тех людей, от кого зависит вот ваше счастье на это празднество. И действительно к вам вышел еще иерофант. Вот такая вера вам будет помогать, какой-то определенный человек, от которого зависит ваше будущее.
И здесь может даже идти ситуация, ну, знакомства с таким важным человеком. Потому что у некоторых, допустим, есть знакомства по переписке, и вы работаете, вырваться не можете. Либо нет возможности поехать к своему человеку, он находится, ну, за пределами вашего места жительства. Вот есть какая-то проблема, которую вы будете решать, и очень скоро, и вас это может осенить буквально по нашему тузу жезлов в одночасье. Так что работайте, прилагайте усилия. Пока вы работаете, ваш мозг отдыхает. Даже, возможно, займитесь вот физической нагрузкой, чтобы ваш мозг отдыхал. И тогда идея придет, и тогда интуиция включится. И вы найдете это решение. И очень быстро найдете. И состоится, может быть, та встреча довольно быстро. Осталось ждать совсем немножко исполнения вашего желания, другими словами. Еще карта выдры. Это карта трудолюбивого человека. И карта человека, кому нужен партнер. Так что тот человек, куда вы стремитесь, либо та ситуация просто вас заждалась, либо человек заждался. Постепенно начнет ситуация ускоряться, исполнять ваше желание. Вам нужно только приложить усилия, даже, допустим, просто найти денежки, а вы их найдете. Вы очень быстро сможете заработать, допустим, какие-то финансы на то, чтобы удовлетворить все свои амбиции, исполнить свои желания. И как вариант вам может помочь даже не только человек, а вот государство, либо какие-то дотации можете получить. И особые условия. Так что тот замкнутый круг, в котором вы находитесь, он действительно условный. Может быть, вы его сами себе придумали. Когда человек целеустремлен, видит какую-то цель, он ищет возможности, и вы их обязательно найдете.